Здравствуйте. Можно ли бить детей? Нужно ли бить детей? Этот вопрос до сих пор постоянно дискутируется. Кто-то говорит, вот нас пороли, и вот мы выросли хорошими, правильными. Потому что вас пороли, или потому что кого-то не пороли. То есть это вопрос действительно очень спорный. Я ученый, и поэтому мне очень далеки моральные терзания на тему «это хорошо, это плохо». Каждую проблему я рассматриваю с точки зрения функциональности. Работает это или нет? Почему в природе это существует? Зачем это существует? И можно ли сделать так, чтобы избавиться от чего-то? Или это будет вредно для организма? То же самое относится и к проблеме наказания детей. Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И этот канал посвящен прикладному использованию данной модели. Так все-таки, почему можно или почему нельзя наказывать детей? Почему вообще существует такая тенденция? Кто наказывает детей? Почему-то кто-то любит это делать, кто-то считает это неприемлемым. Давайте разберем эти вопросы с точки зрения работы нервной системы. Кто-то скажет, что вот если ребенка наказать, он все, перестает лениться, он что-то сделает. А надолго? Я спрашиваю у родителей, если вы наорете на своего ребенка, если вы его выпарите, какое это действие он сделает на данный момент? В следующий раз он его делать не будет. Для того, чтобы ребенок делал какое бы то ни было действие, из чувства страха, страх должен быть очень сильным. А полезен ли ему такой страх? Вы скажете, да, это спасет ему жизнь. Давайте подумаем, давайте посмотрим. Я не собираюсь навязывать вам свою точку зрения. Я просто расскажу вам, как работает нервная система. А выводы делайте сами. Дело в том, что по нашим нервам протекает только электрический ток. Все. Ни картинки, ни запахи, ни звуки, ни какие-то идеи не протекают. Все, что я перечислил, это уже результат анализа электрических сигналов, поступивших в мозг. Генераторами электрической энергии в нашей нервной системе являются рецепторы. Все, больше ни одна структура не способна создавать электрические нервные сигналы. Рецепторы – это микрогенераторы, которые превращают все виды окружающей энергии, тепловую, кинетическую, давление, свет, звук, в электрический сигнал. И рецепторы можно разделить на две большие категории – внешние и внутренние. Внешние – это те, что берут энергию извне. Это энергия космоса, Солнца, воды, электромагнитного поля Земли, изменение температуры, ветров, чего угодно. А внутренние реагируют на изменения состава нашего организма. И если внешнюю энергию мы можем брать откуда угодно, сколько угодно, столько, сколько мы сможем ее воспринять. Энергия внешняя, она безгранична. То энергия внутренних органов, энергию, которую могут получить внешние рецепторы, она крайне ограничена. И резкое увеличение их импульсации мы воспринимаем как боль. То есть энергию для работы нашей нервной системы мы берем либо из окружающей среды, либо от боли. Наказание детей – это второй вариант. Хотя вроде бы, если мы ударим ребенка, то мы воздействуем на внешние рецепторы. Но боль, которая после этого возникает, ремень, розга, хлопок ладошкой, ведь это всегда будет покраснение на этом месте. Это будет воспаление. Это будет раздражение внутренних рецепторов. Я сказал, что для работы нервной системы нужна электроэнергия. А электроэнергия внутренних, внешних рецепторов, она как-то критически не различается.
и там электрический сигнал. Но почему энергия внутренних рецепторов, почему боль мы не хотим воспринимать? Просто потому, что, я уже сказал, энергия внешних рецепторов, она колоссальная, энергия внутренних, она минимальна. Мало того, для того, чтобы с внутренних рецепторов постоянно поступала энергия, нужно изменить этот химический состав. Нужно приложить туда энергию. То есть та энергия, которая могла бы пойти на нормальную жизнь, она идет на то, чтобы формировать участок боли. Участок, который будет стимулировать внутренние рецепторы. Это как с аккумулятором. Да, в какой-то момент мы можем им воспользоваться, но потом его нужно заряжать. И заряд требует обычно больше энергии, чем аккумулятор способен дать. И после каждой такой ситуации мы чувствуем опустошение, утомление. Каждый раз, когда мы наказываем ребенка, его настроение портится. Почему? Да потому что та энергия, которая могла пойти на нормальную работу его нервной системы, теперь уходит на зарядку участка боли. А почему при этом настроение портится? Почему ребенок начинает плакать? Почему он начинает раздражаться? Да потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше тока поступает, тем более мы счастливы, тем более мы энергичны. Чем меньше поступает, тем ближе мы к депрессии, апатии, тем меньше у нас сил. А теперь сами подумайте о пользе и вреде наказания. Да, в какой-то момент, наказывая ребенка, вы даете ему толчок, даете всплеск энергии. Но эта энергия будет, мало того, что она будет, потом ее нужно восполнить, вы формируете рефлекторный комплекс. Связь между нервными клетками. То, что мы называем нашим опытом, нашими знаниями. Это огромный рефлекторный комплекс, который требует для своей работы энергию. Какую энергию? Да, ту, при которой он сформировался. И если этот опыт содержит в виде энергии боль, то каждый раз вспоминая о данном действии, о том, что это можно делать, это нельзя делать, вы будете помнить это не только головой, но и задницей. Потому что боль входит в этот рефлекторный комплекс, в этот опыт, в ваш опыт. И каждый раз, когда будут срабатывать эти знания, эти воспоминания, после этого вы будете чувствовать утомление, и вам нужно будет опять подзарядить этот аккумулятор. То есть наказание может стимулировать вот в какой-то момент. Но во всю последующую жизнь, начиная там через несколько минут после наказания, это будет ухудшать состояние здоровья ребенка. Ну а дальше вы уже решаете сами, стоит или не стоит. Надо наказывать своего ребенка или не надо. Сейчас вы его шлепнули, сейчас он быстренько сделал, но потом этот шлепок скажется на том, что он будет болеть. Он приобретет хронические болезни. Именно таким методом мы их и накапливаем с помощью перенесенных болей, заболеваний, страданий. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки будут в описании.